Всем привет! Это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. В этом видео коснемся темы и техники, о которых мы не рассказывали до этого на нашем канале. Как-то все не до этого было. Между тем, сушилки для продуктов или дегидраторы, можно еще такое модное словечко использовать, это устройства, весьма востребованные, скажем так, в народном хозяйстве. Многие так сохраняют часть дачного урожая, кто-то просто в рамках любви к здоровому питанию сушит овощи, фрукты, грибы, мясо, рыбу. В общем, в этом видео расскажем о том, какими бывают сушилки для продуктов, покажем основные типы, плюс, конечно, что-нибудь высушим в них. Посмотрим, что в итоге получится. У нас 4 модели. Малютка Polaris, Redmond, немного побольше размеры. И они, как видите, внешне схожи, потому что один принцип работы. Об этом далее. Также есть дегидратор Garlin. Он по-другому выглядит и немного по-другому устроен. И модель самых внушительных габаритов называется Дачник 4. Она отличается от предыдущей тройки тем, как в ней все устроено, в смысле сушки. Все подробности, как я уже сказал, далее. Polaris, Redmond, Garlin – конвекционные сушилки. Здесь в корпусе нагревательный элемент и мотор с вентилятором, который распределяет нагретый воздух внутри устройств. Датчик температуры, часто таймер еще. Конкретика по моделям еще будет. При этом Polaris и Redmond – это вертикальные сушилки, а Garlin – горизонтальные. И там продукты, разложенные в специальные сетчатые поддоны, обдуваются теплым воздухом. Но в вертикальных сушилках воздушный поток, он идет сверху вниз или снизу вверх, поэтому распределение его может быть неравномерным. Поэтому при сушке, как правило, рекомендуется менять поддоны с продуктами местами, чтобы обеспечивать равномерное просушивание. Кстати, часто количество поддонов с продуктами можно увеличить, докупив дополнительные. Но чем больше поддонов, тем сложнее такой сушилке справляться с сушкой непосредственно. Кстати, есть попытки решить проблему с неравномерным просушиванием в вертикальных дегидраторах. В продаже можно найти устройства, в которых теплый воздух он сначала поступает в специальный канал по радиусу поддонов, а потом направляется к центру. Производитель утверждает, что результат сушки заметно лучше. Если у кого-то есть модель такой конструкции, ждем в комментариях, делитесь впечатлениями. А в сушилках горизонтальных вентилятор и тен за продуктами, и воздух распределяется более равномерно, горизонтально проходит по всем уровням с поддонами. И препятствий для него нет, поэтому ничего менять местами не нужно. Удобно. Впрочем, такие горизонтальные сушилки, как правило, несколько дороже. Вообще же, на момент съемки цены на вертикальные конвекционные модели, такие, типа такого, на популярных маркетплейсах начинается примерно от 2000 рублей. А самые бюджетные небольшие горизонтальные обойдутся в 4-5 тысяч рублей. Комплектация подобных сушилок, она более-менее стандартная. Несколько сетчатых поддонов для продуктов. В горизонтальных моделях могут быть в комплекте еще поддоны без перфорации. В них, например, можно готовить пастилу. Но если их нет, то можно использовать, к примеру, пекарскую бумагу с обычными поддонами, которые в комплекте. В горизонтальных сушилках еще готовят домашние йогурты. Можно удобно разместить баночки и выбрать такой нужный температурный режим и время работы сушилки. В вертикальных не всегда это возможно. А дачник – это сушилка другого типа. Здесь внутри инфракрасные нагревательные трубчатые излучатели. Они нагревают непосредственно продукты, вернее влагу в них, и таким образом происходит высушивание. Здесь, впрочем, тоже используется конвекция для удаления влаги, но вентилятор ей не помогает. Это естественное такое конвективное движение теплого воздуха вверх. Да, кстати,
Упомянул сейчас естественную конвекцию и вспомнил, что у нас недавно вышло видео, где тоже она используется. Но не для сушки, а как раз наоборот, для увлажнения воздуха. И там воздух тоже забирает влагу, но не из продуктов, а из фильтров. Это российские увлажнители воздуха, которые работают без электричества и без шума. Посмотрите, это интересно. Ссылка наверху справа, ну и в описании этого видео тоже ее оставим. Ну, вернемся к нашей инфракрасной сушилке. Тут для равномерного просушивания тоже рекомендуется вот слегка ворошить продукты периодически и тоже менять местами поддоны с продуктами. Ну, потому что они на разном расстоянии от излучателей находятся, и это надо учитывать. Плюс здесь в комплекте есть дополнительный сетчатый противень, да, вот сверху, и он предназначен для досушивания продуктов, если это требуется. Конвекционные, вертикальные и горизонтальные, а также инфракрасные – это основные типы бытовых сушилок для продуктов или дегидраторов, которые можно найти в продаже в магазинах. Изредка можно встретить еще так называемые тоннельные дегидраторы, но они очень слабо распространены. Просто скажу, что сушить, по сути, можно почти все. Фрукты, овощи, зелень, ягоды, грибы, мясо, птицу, рыбу. Все это сушеное в разумных количествах вполне себе полезно, кстати. А с сушилкой дома можно не покупать это все втридорога в магазинах, которые делают вид, что торгуют фермерскими продуктами. Это, вот знаете, крафтовая упаковочка, 50 граммов сушеных яблочек и космическая цена. Свое же ведь родное, да? У нас есть Яндекс.Дзен тостер, и там можно найти сразу несколько материалов обо всем этом сушеном великолепии. Например, что можно сушить в сушилке. Ну, я уже говорил, что в целом все. Но в статье об этом подробнее. Есть материал, где обозначено главное о выборе сушилок. Полезно еще вдобавок к нашему видео прочитать. Есть еще топ-5 домашних сушилок, где мы выбрали весьма достойные модели. И большой материал о домашней технике, которая поможет с заготовкой продуктов. Подписывайтесь, кстати, на наш Яндекс.Дзен. Заходите на сайт Toster.ru, и мы есть в соцсетях, а также в Телеграме. Все ссылки внизу в описании видео. Начнем с самой маленькой сушилки, это Polaris, и это, конечно, не дачный вариант, это скорее для такого городского зожника, который вот на рыночек пошел, продуктов купил и немножко себе вот насушил, да. Здесь 250 ватт мощность, ну для такой небольшой сушилки, на мой взгляд, вполне нормально. Здесь 5 вот таких сетчатых поддонов и все, больше никаких дополнительных поддонов нет в комплекте. Нужно смотреть, продается ли что-то еще для нее. Если нет, то, в общем, пастилу можно готовить, просто использовав пекарскую бумагу. А если вы хотите сушить, например, зелень, ну, какие-то мелкие продукты, то можно использовать марлю, да. Ну, такие лайфхаки есть, их, опять же, можно найти, их много в интернете. Она максимально простая, производитель этим даже немного гордится. Здесь только термостат, то есть вы можете контролировать температуру приготовления до 70 градусов, таймера нет, то есть придется следить за сушкой самостоятельно. Ну и как и в любой сушилке такой вертикальной, конвекционной, иногда вот эти поддончики, их нужно местами менять. Мы во всех сушилках сушим одинаковые продукты, это помидоры, посмотрим, как у нас вяленые получатся, немножко тут специй, да, соли, перчика. Это апельсиновые чипсы сделаем и сделаем яблочные чипсы. Вот так ставим. У нас получается 3 поддона здесь. Посмотрим, сколько это займет времени. Посмотрим, как, в принципе, это все будет работать. Включаем сушилку. Все просто здесь. Кнопка вкл-выкл. И на максимум. Температура 70 градусов ставим. Но просто, чтобы побыстрее это все у нас происходило. Вы, конечно, если никуда не торопитесь, то вы можете какую-то более щадящую, например, температуру сушки сделать. Вообще, обычно в инструкции есть рекомендации вот по температуре сушки для самых разных продуктов. Ну и в финале видео мы покажем, что получилось и в этой сушилке, и во всех остальных.
Следующая сушилка — это Redmond. Она такая побольше уже, чем вот предыдущая Polaris. Но тоже, мне кажется, это не совсем дачный вариант, но уже, наверное, вот для тех людей, которые так любят заморочиться вот насчет заготовок. Для дачной, наверное, она тоже маловато. Круглые поддоны тоже, они причем такие разборные, то есть, ну, как-то удобно их помыть, если что. Сушим те же самые продукты: помидоры, яблоки и апельсины. И здесь, кстати, тоже здесь 5 уровней, 5 поддонов, но в принципе можно еще докупить, если есть желание. И что касается установки вот этих поддонов, то тут есть разные варианты, ну, не разные, вернее, а 2. Да, то есть вы можете их так вот пониже установить, да, но если требуется чуть больше места вот по высоте, то можно это организовать, да, и вот мы это сделаем, и у вас они становятся повыше. Ну, такая вариативность, в принципе, это, конечно, плюс. Здесь уже более продвинутое управление, электронная панель, электронный блок, можно установить время сушки, что, в общем, достаточно удобно, и по истечению этого времени у вас сушилка отключается. И есть установки температуры. Но что касается температуры, то тут нужно понимать, что вот в таких вертикальных сушилках конвекционных, но никто вам не может гарантировать, что у вас по всему объему будет, ну, реально вот та температура, которую вы здесь выставляете. Да, тут она выдается у вас вот на выходе, да, из нагревательного элемента. Ну да, сушилка будет стараться. А вот тут дальше это уже, что называется, опять же, повторюсь, никто не гарантирует. Так что это нужно понимать и не забывать, повторюсь, вот менять иногда поддоны местами, чтобы просушивание было более равномерно. Мы все сушилки ставим на максимум, ну так, чтобы быстрее просто процесс происходил. И максимум здесь 70 градусов. Что касается времени, то ну вот посмотрим, сколько пройдет времени до того момента, когда у нас здесь что-то будет похоже на такие чипсы, там, на вяленые помидоры и так далее. Ну, какая-то степень просушивания уже более-менее адекватная будет. Ну вот запустили сушилку Redmond. И здесь такой явный звук от работы мотора, кому-то это может не понравиться. Кстати, забыл сказать, здесь еще в комплекте, кроме 5 вот этих противней, здесь положили еще вот такой пластиковый поддон, он для пастилы. Ну, если кто-то вот делает, он, правда, один, то есть так немножко пастилы получится сделать. Ну все, дальше ждем и смотрим, что у нас получится. Garlin сушилка, и она, кстати, самая дорогая в нашем видео, стоит там на сайте официальном в районе 16 тысяч даже, а если в маркетплейсе, то можно чуть дешевле найти, ну так не дешево, да. Это тоже конвекционная, но это вот горизонтальный тип, то есть здесь вентилятор, он находится в задней стенке, поэтому продукты обдуваются горизонтально и, ну, в общем, не особо нужно, как заявляется, противни этими местами. Вот мы посмотрим, как все на самом деле будет работать. В целом же тоже такое очень несложное устройство, да, и здесь есть панель управления, где вы устанавливаете там температуру и время. Мы этим сейчас займемся чуть позже. Ну вот так загружаю, да, вот на разные уровни, чтобы оставалось пространство, помидорчики снизу, апельсины и яблоки. И здесь в комплекте еще есть вот такие решетки специальные пластиковые, их 5 штук. Они, чтобы сушить какие-то мелкие продукты, например, зелень, да, порубили, порезали, и вот заготовки на зиму, ну или вообще просто заготовки. И дальше есть еще 5 вот таких поддонов. Ну, они ориентированы, опять же, на производство пастилы, но в целом, конечно, вы можете еще что-нибудь придумать, что именно сушить на таких вот поддонах, которые, ну, не перфорированы. Напишите, кстати, в комментариях, вот, что делаете, как вот такие поддоны, например, можно использовать. Понятно, что в таких сушилках, особенно там, где устанавливается температура, и вот здесь как раз в таких сушилках горизонтальных она может более-менее поддерживаться, ну, реально вот на всех уровнях, по всему объему. И вот здесь, кстати, удобно довольно готовить, ну, например, домашние йогурты. Опять же, там какие-то поддоны убрал, расставил баночки, как удобно, да, и поставил таймер на определенное время и готовить. Но мы все-таки традиционно используем, сушим продукты и выставляем здесь 70 градусов. Ну, таймер тоже можно использовать. Сделаем, например, часов 5 и посмотрим, что у нас получится.
Та-дам! Еще одна сушилка. Это такое вот прям российское производство, да, и нормально, и в Пензе все это делается. Но по дизайну, конечно, такой привет из 80-х. Но мне даже нравится такой ретро-флер, ну почему нет? Напишите в комментариях. Она как раз, видимо, дачный вариант, потому что называется дачник. Ну, дачник 4 в данном случае. Видимо, какие-то еще другие дачники есть там разных объемов. Это вот как раз сушилка инфракрасного типа. Здесь тоже есть конвекция, но она не принудительная. Воздух просто нагревается, он поднимается и отсюда выходит вместе с влагой, которую забирает от продуктов, поэтому вот нужно не забывать эту крышку приоткрывать, у нее есть несколько положений. И здесь внутри инфракрасные излучатели, такие нагревательные элементы, да, они находятся на 2 уровнях, и поэтому, ну, в принципе, здесь так продукты более-менее равномерно должны прогреваться и сушиться. Но все равно рекомендуется там иногда противни местами менять, и если там продукты мелкие, их много, то там можно как-то переворошить. Это все я в инструкции прочитал. Смотрите, здесь в чем еще, ну, в общем-то, плюс. Здесь металлические противни, вот эти перфорированные. К металлу меньше вероятность того, что прилипают продукты, потому что к пластику продукты могут прилипать, и, в общем, это нужно помнить. Дальше, если еще про конструкцию, здесь есть вот внизу такой специальный поддон, он фольгированный тоже. Ну, что-то может быть там падает с продукта, какие-то мелкие кусочки. Я даже думаю, что, возможно, его можно использовать и тоже что-то сушить, такое мелкое на нем. Не знаю, может быть, ту же зелень. Почему нет? Потому что инфракрасный нагрев, он же распространяется и сюда тоже. Сверху здесь есть еще вот такой поддон, тоже металлический. Он для, ну, как написано в инструкции, досушивания продуктов. Он как бы достаточно далеко находится уже от нагревателей инфракрасных. Но вот если что-то досушить нужно, то можно вот в этом поддоне. Ну а что именно, это уже только вот исходя из опыта. Вот когда у вас будет опыт работы с этой сушилкой, вы будете понимать, чего вам нужно досушивать, а что не нужно. Такое простое очень управление. Вы просто выбираете один из 5 уровней нагрева, там максимальный, да, в том числе можно выбрать, и все работает, и инфракрасный нагрев у вас происходит, и сушилка сушит продукты. И еще один момент, о котором нельзя забывать вот в рассказе об этой сушилке, она бесшумная совершенно. Здесь нет вентилятора, ничего не крутится, не работает, ну, кроме инфракрасного нагрева, поэтому сушка происходит вообще бесшумно. Вот примерно 3,5 часа у нас продолжается процесс сушки. Вообще нужно понимать, что сушка — это такой очень небыстрый процесс, да, и вот через там 15 минут, как, я не знаю, в микроволновочке там что-нибудь приготовить, да, или в духовке, нет, вы не получите ничего готового, потому что больше времени требует этот процесс. И смотрим, что у нас вот через 3,5 часа получилось. Это сушилка Polaris, и тут как раз, поскольку это вертикальные модели, мы поменяем еще вот эти противни местами, как, собственно, рекомендуется. Ну вот яблоки, в принципе, процесс идет, они уже такие подсохли хорошо, да. Здесь еще многое зависит от того, как именно вы нарежете все это, да. Если вот одинаковые кусочки по толщине, это одно, а если то, что потолще, оно, конечно, сохнет не так быстро. Так что если у вас есть слайсер, например, да, который вот ровно нарезает продукты, ну, возможно, он как раз подойдет и вот для того, чтобы для сушки его тоже применять. Апельсины. Ну, кстати, вот апельсины, они здесь прям уже неплохие. Такие, получается, не знаю, что это, чипсы апельсиновые, что-то в этом роде, да? Вот. Ну и помидоры. Помидоры, в них больше всего, как я понимаю, влаги, и поэтому они готовятся медленнее всего, да? То есть непонятно, как успеем мы, не успеем их приготовить за то время, которое у нас есть. Но нужно понимать, что, то есть, их лучше, конечно, наверное, так на ночь оставлять. И утром уже у вас будут более-менее готовые такие вяленые помидоры. Ну хорошо, меняем поддоны местами. Яблоки в середину, помидоры наверх. Это сушилка Polaris. Смотрим, что здесь в Redmond. Ну вот, честно говоря, яблоки мне здесь нравятся меньше. И здесь вот совсем не тепло, да. Я понимаю, что, конечно, сушилка работает дискретно, да, то есть нагревательный элемент, он включается и выключается, но вот здесь, например, я тепло ощущаю, да, а вот здесь как-то совсем с этим хуже. Мы, знаете, что сейчас делаем? Мы сейчас немножко изменим конфигурацию. Ну, во-первых, мы поменяем, то есть яблоки
ну вот они еще такие прямо, чуть-чуть только сверху подсушились, а вот даже на ощупь как есть ощущение, что это еще такие свежие яблоки практически, да. Вот, с апельсинами, ну, получше дело обстоит. Такие, они уже немного подсохли. Ну и смотрим, что с помидорами. Вот если сравнить с Polaris, да, в принципе, можно сказать, что ну почти одинаково, но все-таки здесь чуть-чуть они посуше в Polaris. Ну и мы меняем местами, ставим яблоки вниз, а то они у нас совсем здесь как-то. И мы сейчас поставим вот эти уровни не так высоко, то есть меньше пространства между ними будет, то мы ставили вот так вот, да, здесь оставалось дополнительное пространство еще, а сейчас поставим без него, чтобы этого пространства было меньше. Может быть, это как-то повлияет на сушку, ускорит ее. Это сушилка Redmond. Смотрим, что получилось в сушилке Garlin. Напомню, что эта сушилка, она горизонтальная, то есть тоже конвекция, но здесь не нужно, в общем, менять, вот, переставлять как-то по высоте вот эти поддоны, и смотрим, что получилось. Ну, помидоры, в общем, уже на хорошей стадии, то есть понятно, что влаги в них много, но они так прям подсушиваются, это видно. Ну, вот по апельсинам, кстати, у нас примерно одинаково получилось у всех, да, вот на этой стадии они примерно одинаково выглядят. Ну и что касается яблок, ну вот тут дело явно обстоит лучше, чем в сушилках, которые у нас были до этого, в Polaris и в Redmond с яблоками. Но и причем и там у нас яблоки стояли наверху, да, и вот там яблоки, ну, как-то так себе, да, только начали, а вот здесь уже, ну, так заметно они подсохли. Не влияет, реально не влияет расположение поддонов на качество просушивания. И здесь мы в итоге не меняем вот эти поддоны, противни, оставляем все как есть, потому что, ну, горизонтальный продув. И оставляем еще на некоторое время. Ну и следующая сушилка «Дачник». Напомню, она по-другому устроена. Здесь нет принудительной конвекции, здесь инфракрасное излучение и конвекция естественная. Ну и смотрим. Ну вот смотрите, помидоры, наверное, даже получше они, чем во всех трех остальных, да, засушились. Уже так как-то они прямо... Еще вот тут прям даже есть совсем уже почти такой... провяленный кусочек, но это маленький совсем кусочек, и в нем тут явно меньше жидкости. Ну и вообще хорошо выглядят помидоры, мне очень нравится. Лучше, чем во всех остальных сушилках, да. Вот смотрим апельсины. Ну вот апельсины такая история, которая везде одинаковая, да, они вот везде почти одинаковые. Ну, может быть, чуть-чуть здесь посуше. Да, вот так корочка уже такая прямо твердая. Чуть-чуть, наверное, посуше, чем вот в тех трех. Смотрим, что с яблоками. А вот с яблоками, смотрите, они у нас стоят вот выше всех, ну, как и во всех остальных вот этих сушилках. Но и ситуация с ними здесь лучше, они здесь более сухие. То есть можем сделать вывод, что, ну, наверное, про все продукты так не скажу, но вот для яблок инфракрасная технология, и для чего-то, что вот по консистенции, по структуре похоже на яблоки, вот такая инфракрасная сушка, она, ну, более эффективна и быстрее, скажем так, происходит, да? Так, но прежде чем мы посмотрим, что у нас в итоге получилось в этих 4 сушилках, а мы сушим все продукты уже около 6 часов, я хочу еще вам показать, рассказать немного о том, что вообще сушить можно все. Эта тема о том, что все можно сушить, мы ее продолжаем, да? Вот эти вот вещи мы сделали отдельно, вот в этих же сушилках, ну просто не в рамках теста, а чуть заранее, да? Смотрите, что у нас получилось. Мы сделали пастилу. Совершенно шикарная у нас получилась она. Это яблоко с апельсином. Ну, там существует определенный алгоритм еще подготовки, да, к тому, чтобы сделать пастилу. Все рецепты, кстати, вот дополнительно мы выложим в специальном материале на Яндекс.Дзене, и на него мы дадим ссылку в описании этого видео. Там будет и про сушилки, и про их типы, и про выбор, и вот разные рецепты, в том числе вот того, что мы здесь показываем. Вот это вот шикарная история. Это такие морковные цукаты. Да, реально вкусные. Тоже здесь, конечно, не просто вы морковку нарезаете и сушите. Здесь тоже немножко нужно подготовить ее. Но получается очень аппетитно, очень красиво и очень вкусно, реально. Дальше. Чипсы из киви. Они такие вот суховатые, прям сухенькие, как чипсы, но при этом очень вкусные. Когда вот пробуешь, такие они, ну, яркий очень вкус, и даже когда сочность некоторая остается в них. Дальше.
Мясо – это индейка, ребята, такие джерки из индейки. Вот так получается. Тут фишка в том, что, конечно, можно больше высушить, можно чуть меньше высушить. Это уже вот как на ваш вкус получится, так вы и, собственно, делаете. Ну и еще так, чтобы... Да, мясо, птица и вот рыбу тоже можно. Но в данном случае мы так ее подвялили. И она прям получилась такая вкусная, вяленая, чуть подсушенная рыбка. Ну, так как-то я аппетитно говорю, что мне аж самому захотелось все это попробовать и съесть. Собственно, этим мы и займемся, когда выключим камеры. Ну и да, это вот к тому, что все, что угодно сушите в сушилках, и будет вам счастье. Главное сухо, да, помните, как в рекламе. Так, ну а теперь, собственно, мы смотрим, что у нас получилось после примерно 6 часов сушки. Начинали с Polaris, с этой малютки, и, собственно, ей и закончим. Смотрите, помидоры, ну... Процесс явно идет, и если мы дальше будем сушить, то тут уже прям совсем все хорошо. Дальше у нас получатся такие реально вяленые помидоры. Помидоры, они занимают, вот их сушка занимает больше времени, потому что они, ну, больше влаги в них. Но процесс явно идет, и, в общем, это нельзя не отметить, и это круто. Яблоки, ну, тут практически уже вот сухофрукты. Ну, чуть-чуть еще нужно досушиться, и все будет окей. А так, опять же, выглядит все уже так в процессе, что сушка идет. Ну и апельсины, по-моему, вообще хорошо получились. Здесь прям уже очень красиво все. Ну, в общем, сушилка Polaris маленькая, но вполне справляется со своими обязанностями. Так что зачет ей. Такая простая, довольно примитивная, я бы даже сказал. Здесь вот только температурный регулятор, нет таймера, но все работает. И, кстати, ну раз уж у нас так все с ней хорошо получилось, то ее мы и разыграем. Чуть позже условия розыгрыша, ну, они несложные. Дальше Redmond. Сушилка. Вот здесь мне чуть меньше понравился результат, но он тоже есть. Тоже процесс идет, тоже помидорчики вот начали уже так выглядят более сухими, чем в начале. Ну, здорово, супер. Да, и апельсины. Ну, вот чуть похуже здесь с апельсинами и с яблоками. То есть получается, что чуть больше времени занимает вот здесь сушка. Ну, вот так получилось, да. То есть процесс идет, я не могу сказать, что сушилка не работает. Все нормально, но чуть медленней. Вот еще мне не нравятся вот эти вот... Все время вставлять надо, как-то что-то криво вставляется. Может, у меня, конечно, кривые руки, да? Этот момент тоже есть. Но как-то так. Дальше смотрим, что в Garlin у нас получилось. Открываем. Тадам! Ну вот она мне нравится, она удобнее. Вот удобнее, чем вот эти вот все с этими уровнями, которые постоянно криво. Здесь все понятно. Для таких вот криворуких, как я, все удобно и все понятно. Ну и все работает. Это вот горизонтальная сушка, она вполне себе работает. Да, и вот тут уже прям помидорчики, ну, завялились. Так, еще чуть-чуть, и будет прям все окей. Можно в баночку с маслицем складывать и хранить. Дальше апельсины, ну, тоже прям шикарный вид. И они такие уже тверденькие, то есть такие чипсы почти. Ну, чуть-чуть еще влага осталась, конечно, внутри, в самих, вот в апельсинах. Ну, потому что ее, в принципе, там много. А дальше яблоки. Ну, и это уже тоже практически сухофрукты. То есть они не пересушенные, они не ломкие, мягкие. Ну, вот реально сухофрукты, кто как любит. Можно еще подсушить, и можно и так оставить. Ну, то есть Garlin со своей задачей справилась, и здесь, ну, максимально просто все. Мы ничего не переставляли. У нас там не было так глобально опасений. Как поставили все, так оно все приготовилось. Можно чуть-чуть побольше ее оставить, подольше посушить. Ну и, соответственно, все будет еще более сухое. И теперь смотрим, что вот с этой сушилкой, какой здесь результат. Это дачник, напомню. Здесь инфракрасное подсушивание, то есть, ну, другая технология. И я вам могу сказать, что, ну, вот с помидорами она точно справилась лучше всех. Да, посмотрите, потому что здесь есть уже даже вот те, которые, ну, прям совсем вяленые. Вот они, пожалуйста, так прям такие сухенькие помидорчики. Прям уже совсем все готово. А остальным, ну, еще чуть-чуть. Но степень готовности здесь, пожалуй, ну, больше. Да, они более готовы, более сухие, чем у предыдущих сушилок для продуктов дегидраторов. Так, апельсины. Да, вот здесь даже уже один ломтик, он пересушился немного. Ну, потому что очень тонкий. Но, в принципе, такие чипсы получились. Вот здесь тоже такие наиболее сухие апельсины. Я прям даже вот так вот сделаю, чтобы было понятно, что они, ну, вот, ну, реально все высохли, да, и
по звуку даже понятно, по-моему, да, что они реально сухие. Так, и то есть здесь, по-моему, уже прям с апельсиной все, можно дальше не сушить. Ну и тут у нас яблоки. Ну и с яблоками, пожалуй, результат здесь самый лучший, да. То есть это уже, ну вот все, это реально сухофрукты. Вот, тоже они не пересушены, потому что, ну вот они не ломаются, не супер ломкие, да, они все-таки так гнутся. Но при этом все можно там куда-то в баночку, в емкость и хранить, там компот варить, или просто, ну так как чипсы, это тоже полезно и вкусно. Ну, в общем, вот так, смотрите, 6 часов, и результаты, ну, несколько отличаются. Все-таки инфракрасное подсушивание, оно в итоге работает быстрее. Но тут нужно сказать еще, что эта сушилка, она более энергоемкая, она самая мощная из всех. Это 800 ватт энергопотребления, ну, 800 ватт, да, в час. Так что это тоже нужно учитывать. Вообще, что касается выбора вот таких сушилок, то, в принципе, здесь не очень много моментов. Первое – это объем. То есть вы должны понимать, сколько вы собираетесь всего сушить. Если у вас дача, большие урожаи, то, конечно, нужна сушилка побольше. А если так, в городе побаловаться, то можно что-то и поменьше. Что касается типа сушилки, то я бы, ну, или инфракрасная, или вот такая вот конвекционная, но с горизонтальным обдувом, потому что с ними меньше мороки. Да, они могут быть немного побольше по размерам, но, как мне кажется, они удобнее. Плюс, ну, просто вы не участвуете в процессе, вам не нужно менять местами вот эти противни. Это тоже, мне кажется, важный момент. Дальше, ну, по мощности я сказал, да, собственно, чем больше у вас объем сушилки, тем больше вам нужна мощность. Ну, ее нужно учитывать при покупке. И, наверное, комплектация. Ну, понятно, что все сушилки, они комплектуются вот этими перфорированными поддонами, но есть те, у которых комплектация богаче. Это и специальные поддоны для пастилы, например, как вот у Garlin, и специальные поддоны для мелких продуктов, для сушки зелени, например. Да, то есть, ну, почему нет, почему бы им не быть, если вы реально собираетесь так заморочиться сушкой. Итак, результаты нашего, ну, такого мини-теста, в общем, ясны. Я склоняюсь вот к двум этим сушилкам, к инфракрасной и к конвекционной горизонтальной. По сути, вот два наших победителя. А разыграем мы вот эту маленькую сушилку Polaris. Она на самом деле тоже справилась со своей задачей. Там, может быть, чуть-чуть еще досушить, и все вообще будет окей. Мы ее разыгрываем для того, чтобы победитель, тот, кому повезет, он попробовал. Вот если вы не сушили ни разу, не заморачивались сушкой, то этот такой небольшой девайс, он прямо хорошо зайдет именно для пробы. Понравится — продолжите. Купите себе, может быть, побольше сушилку. Не понравится — отложите, там кому-то передарите, что называется. Очень простые условия участия. Вам нужно подписаться на ВК Polaris, подписаться на наш ВК, быть подписанным на тостер на YouTube, сделать репост этого, вот именно этого видео ютубного у себя в ленте ВКонтакте. Все должно быть открыто, доступ должен быть полностью открыт. Этот пост должны видеть вообще все, кто только может его видеть. Ну и ссылку на этот ваш репост или ID ВКонтакте, или информацию о том, что ID у вас в профиле канала YouTube, оставить в комментарии под этим видео. Но наши обычные условия, мы их еще все продублируем, и все нужные ссылки оставим внизу в описании этого видео. Ну и разыграем в итоге вот эту сушилку. По России у нас будет доставка, и победителю она уйдет. Я думаю, что ближе к концу января мы сделаем розыгрыш. Это тостер. Мы не делаем из домашней техники сенсации, просто рассказываем о том, как она реально работает и какую пользу нам с вами приносит. Подписывайтесь на канал, лайк, делитесь этим видео с теми, ну, кому интересна вот эта тема, там, сушеные продукты, ЗОЖ и так далее. До новых обзоров и тестов. Пока!